В эфире программа «Акцент дня», в студии Илья Табуев. Здравствуйте. Ежедневно мы обсуждаем самые острые и резонансные темы. Сегодня поговорим о том, как Запад использует энергетику в качестве шантажа. С нами на связи глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан. Иван, здравствуйте. Добрый день. Еврокомиссия продолжает игнорировать просьбы Венгрии и Словакии урегулировать спор с Украиной. Вот кто подогревает ситуацию, Украина или все-таки страны Евросоюза? Я больше склоняюсь к тому, что Киев в этой ситуации ведомый. Ведущими являются европейцы в лице самой Еврокомиссии по согласованию с другими странами-членами Европейского Союза. И эти страны крайне недовольны самостоятельной политикой, которую проводит Венгрия. Она ее проводит в логике «гнись, но не прогибайся». Не нужно себя тешить иллюзиями, что Орбан это русофил, сторонник России. Нет, Орбан это про Венгрию, про венгерские дела и про себя, как про политика. Но практика показывает, что венгры в силу того, что они являются пришлым в Европе народом, они заряжены специфической разновидностью национализма, и они себя чувствуют особенными в Европе, у них язык сильно отличается. И этот национализм помогает Орбану отстраиваться от многих европейских решений, заявлять об особой точке зрения. Но так как Венгрия страна маленькая, населения у нее крайне немного, и экономически она хоть и является страной интересной, там есть свои региональные транснациональные корпорации, типа Кидеон Риктера в фармацевтике, МОЛ в нефтепереработке или ОТП банка в финансах. Но все равно Венгрия вынуждена следовать магистральному курсу, который прокладывает Евросоюз. Но она упрямо торгуется и пытается для себя каждый раз выбивать какие-то особые условия. И по нефтепереработке Венгрии как раз удалось выбить для себя особые условия. Когда летом 2022 года и в Европе шли обсуждения о том, что хорошо было бы ввести эмбарго нефтяное против России, и все страны Евросоюза с этим согласились. Венгрия выступила с особым мнением и добилась исключения для себя Словакии и Чехии. По территории этих государств проходит как раз южная ветка нефтепровода «Дружба». Это исключение было Венгрии предоставлено. Оно носит бессрочный характер. Оно не сопровождалось какими-либо жесткими оговорками в духе исключения там на разумный срок в 3 года, а дальше вы нефть ищете из каких-то альтернативных источников. Нет, такого зафиксировано не было. Но когда это исключение предоставлялось, то подразумевалось, что в какой-то момент Венгрия должна будет отказаться от российской нефти и заменить ее чем-то другим. Тем более венгры тогда говорили, что они хотят из Хорватии, а это ближайшая точка с выходом в мировой океан, проложить нефтепровод, чтобы иметь возможность закупать, скажем так, альтернативную нефть. Иван, вы рассказываете все о Венгрии, так все-таки там же 2 страны, в том числе и Словакия. А что касается словаков? А Словакия в данном случае играет второстепенную роль, потому что у нее один единственный нефтеперерабатывающий завод мощностью примерно в 5 миллионов тонн, и он принадлежит венгерской компании МОЛ. Соответственно, когда мы применительно к этому кризису говорим про Венгрию и Словакию, мы должны понимать, что Венгрия в этой истории является ведущей. Словакия ведомой, но между главами Венгрии и Словакии, несмотря на их формальные идеологические различия, потому что Орбан правый, а Фицо себя позиционирует в качестве левого политика, есть точки соприкосновения. 2 точки соприкосновения — это неприятие украинского кризиса, это непринятие евробюрократии. Соответственно, исключение Венгрии дали, но под какие-то мутные формулировки о том, что нефть будет замещена. Потом прошел спокойно 23-й год. Как спокойно? Украина пыталась несколько раз подорвать нефтепровод «Дружба», сбрасывая с дронов взрывоопасные предметы. Потом с 22 по 23 год, включительно по август, Украина сильно задрала тарифы на прокачку нефти.
И венгры тогда жаловались, что это им даже добавило 0,5% к инфляции, а там инфляция высокая, самая высокая в странах Европейского Союза, и это для них значимый аспект. А в 2024 году уже и Венгрия становятся председателями в Европейском Совете, в Европейском Союзе, и начинаются дипломатические инициативы Орбана. Контекст к тому моменту меняется, украинский кризис затягивается, всем становится очевидно, что рано или поздно все равно переговоры состоятся. Орбан берет быка за рога и совершает свой тур в Киев, Россия, потом Москва, Пекин, ну и Вашингтон, где встречается с Трампом, а там еще и встречается с Эрдоганом. Ну, естественно, это Европе крайне не нравится, и это совпадает по таймингам с началом нефтяных проблем. Но формально Киев внес Лукойл, который в европейских санкционных списках не находится, в свой санкционный лист еще 24 июня. Ну, по всей видимости, готовили, сделали немножко загодя, может, задним числом внесли. Если Потому что это заговорили об как-то новость, Украине, она прошла мимо. Вот она проскользнула в информпространстве, на нее внимания никто не обратил ага, тогда. заговорили об Украине, вы, вот о подобной ситуации мы говорим все-таки о шантаже, использует ее Евросоюз в качестве энергетику, в качестве шантажа. И вот чем эта ситуация грозит Украине? Сейчас и в перспективе, может быть. Украине вот здесь и сейчас грозит потерей примерно 10% от нефтепродуктов, потому что словаки, как говорят, у них по одной версии то ли 10% от мощностей своего завода они поставляют на Украину, то ли обеспечивают в целом 10% потребления светлых нефтепродуктов на Украине. Тут не совсем понятно. В общем, грозит выпадением части объемов светлых нефтепродуктов. Но я не думаю, что это будет большой проблемой. И речь идет про, скорее всего, 500 тысяч тонн. Заместят без особых проблем. В принципе, нет особых бед в том, чтобы найти на мировом рынке эти нефтепродукты. А вот куда больше проблемы могут стать беды в электроэнергетике. Тепловая генерация на Украине уничтожена, гидроэнергетика пострадала, а утренние и вечерние пики потребления никто не отменял. Впереди холода, это означает, что потребление электроэнергии вырастет. И Венгрия сама по себе, в силу того, что все страны Восточной Европы входили в советскую энергосистему МИР, в состоянии обеспечить от 50 до 70% перетоков электроэнергии из европейской энергосистемы ЕНТС-ОЕ в энергосистему Украины. Плюс рядышком Словакия, которая тоже может закрыть значительную часть украинских потребностей. Если смотреть на те же схемы перетоков, а их ЕНТС-ОЕ у себя на сайте регулярно публикует, каждые сутки обновляется, то видно, что на вход из Европы на Украину идет электроэнергия в первую очередь через Венгрию, Словакию, немного через Польшу, а на выход электроэнергия идет с Украины на Румынию. Но это украинские диспетчеры отдают долги, скажем так, европейцам, когда могут себе это позволить в силу повреждений в генерации. Ну так вот, если угрозы о подключении Украины от электроэнергии из Словакии и Венгрии воплотятся в жизнь, то это будет очень серьезной проблемой для киевской власти. Тогда смотрите, Иван, но вот в таком положении, вот коллапсе нефтяном, топливном и энергетическом в том числе, какая все-таки из стран пострадает больше? Больше пострадает Украина, потому что у нее запас прочности меньше, и для нее это, серьезные проблемы. Хотя, с другой стороны, граждане Украины вот уже, наверное, как минимум месяц просидели в жестких отключениях. Ну да, немного побунтовали, потом как-то смирились, свыклись в стране, где могут любого арестовать, любого посадить, сильно не побунтуешь. Подобные режимы изнутри не сыпятся, они всегда падают под влиянием внешнего импульса. В то же время и для Венгрии со Словакией эта история тоже не в радость, потому что Лукойл поставлял в Венгрию 45% от перерабатываемой нефти, а в Словакию 44%. И это тоже для них является проблемой, особенно для Венгрии, где долгое время были фиксированные цены на топливо, где топливо является, где стоимость нефтепродуктов является значимым элементом, влияющим на общий уровень инфляции.
манипуляций. В то же время не стоит думать, что это может как-то свергнуть режим Орбана. Он очень крепко сидит, он грамотно все сделал, НКО зачистил, СМИ взял под контроль. Политические процессы в стране он контролирует. У Фицо ситуация не настолько прочная, но он следует примерно в том же курсе, просто с запозданием. Фицо из политики дважды выносили, вот как раз через журналистские расследования, через обвинения в коррупции, в связях с мафией, поэтому он прекрасно понимает, что такое независимые, закавычим это слово, либеральные СМИ. В целом для Венгрии и Словакии ситуация не в радость, они пытаются найти с этой историей какой-то дипломатический выход, но это упирается в то, что Киев говорит, а мы качаем нефть как обычно, у нас все нормально. А Европа отмалчивается, говорит, ну нам нужно подумать. Ну вчера Петер Сиярто, глава МИД Венгрии, прямым текстом сказал, что эту всю историю придумали в Европе. Ну и, соответственно, как оно будет дальше, я не знаю. Все зависит от того, насколько Венгрия будет решительной. Дернет она рубильник вниз, одна история. Не дернет рубильник вниз, другая история. Если рубильник опустят, процессы ускорятся. Если не опустят, ну тогда, возможно, придется ждать Трампа. А будет ли Трамп избран президентом, не знаю, потому что у Трампа и Орбана дружественные отношения. И Орбан к Трампу регулярно ездит. Ну и, собственно, крайний его визит в США, это как раз визит к Дональду Трампу. То есть вы говорите о том, что в принципе достаточно сложно спрогнозировать, какой будет следующий шаг от Брюсселя? Брюссель будет и дальше делать вид, что все нормально, потому что, во-первых, там есть желание проучить Венгрию и Словакию, а во-вторых, там есть общая логика, что вам исключение на использование российской нефти предоставили, но вы должны были от нее отказаться. Ну вот, давайте отказывайтесь. А проблема в том, что другой нефти нет. Угу. А вот почему подобный подход Еврокомиссии совершенно не удивляет российскую сторону? Да потому что мы в целом крайне привыкли к, скажем так, к двоемыслию, давайте назовем это так. Ну или, если применять более корректную формулировку, лицемерию. Нам все время рассказывают про демократические выборы, а у них самих демократией не пахнет. Нам все время рассказывают чего-то про идеологию, а у них у самих идеологическая машинка выстроена, будь здоровы. Это не ЦК Компартии с идеологами и ячейками партийными. Это сеть из НКО и разными идеологиями, которые навязываются всем и вся. Поэтому нас долго обвиняли в том, что мы используем энергетическое оружие, а после начала СВО сами превратили энергетику в оружие и обратили его против нас. Хотя, давайте будем честными, энергетику как оружие они стали использовать еще с момента, когда принялись принимать европейские энергопакеты, и как крупнейший покупатель российского газа и углеводородов, пытались России навязывать общие правила, навязывать свое видение того, как должна быть устроена торговля и транзит энергоносителями. Спасибо, Иван. С нами на связи был глава аналитического бюро «Сонар 2050» Иван Лизан. Это программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». До свидания.